Всем привет, садоводы и огородники! Сегодня тема моего видео – кладоспориоз томатов. Что такое кладоспориоз? Это грибковое заболевание, которое ослабляет растения и вызывает повреждение плодов. Кладоспориоз томатов – одно из самых распространенных проблем, способных погубить урожай. Эффективность лечения данного заболевания зависит от своевременного обнаружения симптомов, правильной идентификации болезни, а также вида антигрибкового препарата. К сожалению, такое заболевание появилось у моей подруги, моей подписчицы Лены Абрамовой. Тебе привет и спасибо за предоставленный материал. На устойчивость томатов к бурой пятнистости. Бурая пятнистость – это второе название кладоспориоза. Влияют выбор сорта и грамотные меры профилактики. Для того, чтобы правильно лечить помидоры, надо разобраться в сущности бурой или оливковой пятнистости. Да, это уже третье название этого заболевания. Источником проблемы является грибок. Возбудитель крайне живуч, мелкие пылеобразные споры легко переносятся ветром, не страдают от низких температур или недостатки влаги. Бурая или оливковая пятнистость начинает рост в период цветения и завязывания томатов. Болезнь активнее развивается в теплицах или других видах укрытия, однако может поразить томаты и в открытом грунте. Основным фактором активизации спор грибка является неблагоприятные погодные условия, сырость и близость зараженных томатов. Кроме того, в плохо проветриваемых теплицах воздух становится чрезмерно влажным, что также служит причиной быстрого размножения грибка. Распространение болезней начинается с нижних побегов. Верхняя часть листовых пластин становится неоднородной по цвету, появляются хаотичные светлые участки. Снизу листа располагаются бледные пятна, которые превращаются в бурые с налетом серого цвета, как я показываю вам на картинках. Как бороться с бурой пятнистостью? Существует несколько способов: агротехнические приемы, обработка посадок антигрибковыми веществами, применение биологических мер, использование народных средств. Агротехнические меры – снизить влажность, увеличить приток свежего воздуха, обрезать нижние листья. Химические препараты – хом и бордоская жидкость, если еще нет плодов. Также скор, браво, каптан и другие. Из биопрепаратов можно использовать в период плодоношения фитоспорин, аллерин, гамаир, триходерма, фитолавин, псевдобактериин, эффектон, строби. Из народных, к примеру, молочная сыворотка 1 литр на 10 литров воды. Мы применили биопрепарат фитолавин. Вот, как видите на картинке, в результате болезнь приостановилась, распространение полностью остановлено, то есть рядом растущие томаты тоже опрыскали, и они полностью здоровые. На больных кустах появились молодые листья, абсолютно здоровые. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Всем пока-пока.